Всем привет, с вами Нила Санс, и сегодня мы продолжаем вязать кофту. Значит, первый узор резинка связан, переходим ко второму узору клеточка. Узоры у меня разделены 4 рядами изнаночных. Значит, мы их подгибаем для удобства и идем дальше. У нас должны быть симметричные полочки, то есть симметрично левая и правая половинка. Итак, мы смотрим, что край, это вот боковая часть, край правой половинки заканчивается на изнаночной клеточку. Значит, мы будем начинать с изнаночной клеточки. Переходим непосредственно к вязанию. Первую петлю снимаем. Далее 4 петли изнаночные. Четыре лицевые. Итак, вот мы довязали практически до конца ряда, у нас осталось 2 петли. Поскольку мы набирали 35 петель, и 35, конечно же, на 4 не делится. Значит, первая петля у нас была кромочная, а оставшиеся 2 петли одна кромочная, а одну мы просто провязываем изнаночной. Всегда, когда она не участвует в узоре, а так будет еще повторяться в нашем изделии, она провязывается изнаночной, просто чтобы присобиралась в этом моменте кофточка изнаночная, и последняя всегда изнаночная провязывается. Переворачиваем. Вот такой вид с изнанки. Ряд повторяем полностью. Там, где у нас изнаночные петли, провязываем изнаночные. Там, где у нас лицевые, с лица мы провязывали их изнаночные, с изнанки будем лицевыми. Все как обычно, все вяжем по рисунку. Первую снимаем, вторую вяжем лицевой, это у нас техническая наша петля, и провязываем 4 изнаночные, 4 лицевые. Продолжаем до конца ряда. И последнюю изнаночную. Есть. Еще 2 ряда вяжем таким же образом. Итак, первые 4 ряда связаны. Теперь продолжаем узор. Для того, чтобы получилась шахматка, нам следует поменять местами лицевые и изнаночные. Для этого вяжем там, где изнаночные, вяжем лицевые, там, где лицевые, вяжем изнаночные. Это 5-й ряд узора. Делаем. Первую снимаем. Теперь из изнаночной за дальнюю полупетлю провязываем лицевую. 4 штуки, 4 лицевых. А из лицевых делаем изнаночные, тоже за дальнюю. Происходит это так. Нитку переводим на лицевую сторону, поддеваем дальнюю полупетлю, собираем нить и протягиваем. Вот провязана изнаночная за дальнюю полупетлю. И таким же образом продолжаем до конца ряда. Вот так выглядит готовый 5-й ряд. Переворачиваем с изнаночной стороны, примерно то же самое. Продолжаем вязать по узору, теперь не меняем ничего. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными провязываем. Вспомогательную петлю снимаем. Первую петлю провязываем лицевой. Далее 4 петли лицевые. 4 изнаночные. До конца ряда. Я провяжу еще несколько рядов и покажу то, что у меня получилось. Сейчас связано 8 рядов узора. Каждые 4 ряда меняем лицевые с изнаночными местами и продолжаем вязать узор столько, сколько нам нужно.
В нашем случае это будет 20 рядов. Я провяжу еще 12 рядов и вернусь к вам показать результат. Итак, 20 рядов узора шахматка закончены. Отделяем мы узоры один от другого 4 рядами изнаночных петель. В следующем мастер-классе вы узнаете, как сделать отверстие под карман посреди сплошной вязки, чтобы не нарушился узор и чтобы это выглядело органично. Всем до новых встреч. Пока-пока.